Привет-привет! Добро пожаловать на канал Просто шьем. Сегодня мы шьем льняную рубашку. Мы с клиентом не смогли определиться, какая сторона ткани ему больше нравится, поэтому решили применить обе стороны ткани. Получились следующие детали. 3 части каждой детали полочки. Две части каждой нижней детали двухшовного рукава. Вот так будет сочетаться рисунок. Манжеты, кокетки, воротник-стойка, две части детали спинки, верхняя часть двухшовного рукава, нитки в цвет, игла номер 80. Продублируем детали воротника и манжет. Соединим все составные части детали за пошивочным швом. Вот так выглядит наша составная деталь на примере полочки. Выполним загиб для застежки. Я отдельно подробно рассмотрел это в отдельном видео. Соединим полочку с кокеткой и спинкой методом буррито. Выполним шов. Выполним шов. Вывернем. Выполним строчку крупными стежками. Кокетка готова. Выполним боковой шов. Шов будет запошивочным. Подрежем, обработаем утюгом. Выполним строчку. Так как у нас составные детали, то в этом месте они должны сойтись. Соединим воротник-стойку и горловину. Полпути прошли, полпути впереди. Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Так я знаю, что видео действительно вам интересно. Соединим детали воротника стойки. Выполним строчку крупными стежками. Выполним двухшовный рукав. Соединим детали. Оставим место для разреза. Подогнем внутрь и выполним строчку. Вот такой разрез с закрепкой. Соединим детали. Обметаем и заутюжим. Рукав готов. Соединим его с основным изделием, обметаем края, заутюжим шов и выполним строчку. Швы на кокетке и рукаве сошлись.
Соединим манжет и рукав. Соединим детали манжет. Вывернем и выполним строчку. Подогнем низ изделия. Выполним петли для пуговиц и пришьем пуговицы. Вот такая красивая рубашка у нас получилась. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, то обязательно задайте их в комментариях. Пока-пока!